приветствую в моем предновогоднем вязальном влоге. Хочу сегодня вам рассказать о парочке готовых работ, о моих покупках пряжи, о новогодних игрушках своими руками и немножечко поделюсь с вами своими вязальными идеями, что я придумала и что я хочу воплотить в жизнь. Конечно же, не знаю, как это у меня получится, но я надеюсь, что это у меня получится. Начнем, пожалуй, с того, что я дала себе обещание уже давно, наверное, год назад, не покупать никакую вообще пряжу, нигде не смотреть, никакие не распродажи, в общем, ничего. Но тут не удержалась, решила сделать себе новогодний подарок. Посмотрела Инстаграм свой, перелистала, что у меня там какие новости. В общем, и наткнулась на тот магазин, в котором я обычно раньше покупала бобинную пряжу, а там были скидки. Ну и все, меня захлестнуло, и я купила себе пряжу. Это в основном фасонная пряжа, но она очень красивая. Началось все вот с этой красненькой. Когда я увидела этот цвет, эту фактуру, я не могла пройти мимо, конечно же, и взяла себе вот эту целую бобинку, в которой 997 грамм. Потом поближе вам покажу, расскажу состав. Сейчас просто так вдалеке покажу, что есть. Еще вот такие вот пайеточки королевские, которые я давно уже хотела купить. Все берут, думаю, почему я не могу купить, тоже надо взять. Тем более, думаю, скоро Новый год, захочется повязать чего-нибудь такое блестящее, хотя, в принципе, сейчас эти пайетки используются много где, не только для каких-то праздников, повседневные вещи ввязывают. И связала себе сразу же, практически в этот же день, когда получила бобинную пряжу, я ту бобинку сейчас еще покажу поближе вам, сразу же связала в этот же день шапку себе. Вот такую шапку, теплую зимнюю, крючком. Она у меня связана по такой же схеме, по которой у меня есть видео, мастер-класс. Только единственное здесь, что у меня здесь столбики без накида, а там у меня в видео столбики с накидом, по-моему, или нет, там у меня полустолбики с одним накидом. И схема, в общем-то, такая же точно. Вот так вот шапочка смотрится на мне. И вчера я начала еще вязать себе варежки. Вот одну я вчера уже связала. Получились вот такие вот варежки с клиновидным пальчиком. Хотела снимать мастер-класс по этим варежкам, но решила, что я не буду его снимать, потому что я думаю, что смотреть его мало кто будет. Мне кажется, видео таких в YouTube очень много, поэтому я не стала даже, в общем, передумала я. Эта пряжа после стирочки, она, как сказать, распушилась. И получилось такое плотное полотно. Для варежек очень хорошо подходит. Шапку пока что еще не стирала, но боюсь, что если я постираю шапку, то она будет вообще как валенок на голове, поэтому я пока ее еще не стирала. В общем, тут все разлохматилось. Почему я сижу перед вами в свитере? Просто я хотела показать, что этот свитер меня вынудил тоже на покупку пряжи. Причем в огромном количестве. У меня, как вы знаете, кто смотрел мои предыдущие видео по этому свитеру, не хватило пряжи буквально на половинку рукава. И мне пришлось заказывать эту пряжу в интернете, поскольку ни в каких офлайн-магазинах я не могла найти ее у себя в городе. Вот. И поэтому попросила мужа заказать мне его где-нибудь. Он мне заказал на Алиэкспрессе. И в итоге у меня теперь этой пряжи получился вот такой огромный пакет. Так что теперь я с запасами. Еще зачем-то, не знаю зачем, купила себе Нака Мохер Деликат. И не знаю уже, вот он у меня лежит. Я даже не знаю, что из него придумать. Тем более такой ворвиглазный цвет электрик. Вроде как уже, ну не знаю. В общем, подумаю. Если вы вязали из Нака Мохер Деликат, то, пожалуйста, поделитесь своими впечатлениями в комментариях, потому что я никогда эту пряжу еще не пробовала. Вот про эту лайку могу сказать, из которой связан у меня этот свитер. Пряжа мне понравилась, очень теплая.
Отлично она себя ведет после стирки. В общем, зря я на нее наговаривала, что она акрил. Может быть, даже она и не акрил. Очень такой состав. И если бы это был акрил, то я бы сразу это почувствовала. Потому что одеваю ее под куртку. Если одеваешь акрил под куртку, если где-то жарко, то тогда получается парниковый эффект. Здесь такого эффекта нет. Ну, может быть, есть какой-то процент, конечно, акрила, но его немного. Итак, покажу потом поближе дальше свои произведения, что у меня там получилось. Так, приступаю поближе к обзору своей пряжи. Начнем вот с того, что я показывала в самую первую очередь. Это вот эта красненькая. Здесь состав у меня так, 43% хлопок, 26% меринос, 31% полиамид или полиакрил, не знаю. 100 грамм, 160 метров. Она довольно толстая, но эта пряжа подойдет и для того, чтобы ее раздвоить на 2 ниточки. Она вот так интересно смотана в одну бобинку, что вот она прям 2 ниточки отлично можно разъединить. И каждая из них по себе довольно толстая и отлично подойдет, чтобы вязать и в одну ниточку. Потому что такая толстая, это будет, конечно, просто шуба, если вязать, например, какую-то верхнюю одежду, ну, в общем, какое-то плечевое изделие, то получится самая обычная шуба. Цвет на камере немного ярче, так он немного приглушеннее, конечно, даже не знаю, как показать. Нет, все-таки вот она так и показывает, но чуть-чуть немножко в бруснику она. А тут такая какая-то очень яркая. Вот такие красивые пайетки. Переливаются они прям богато. Но вот они довольно редкие. На ниточке их немного. Тут это, по-моему, синтетика. Нет, 100% хлопок, кстати, написано. 100 грамм, 320 метров. В общем, с чем-то вплести, связать какую-то шапочку красивую или какую-то, не знаю, красивенькую кофточку, будет, мне кажется, идеально. Вот такая вот буклированная пряжа, я еще вам ее не показывала, у меня 2 цвета. Я не помню даже состав, вот тут все написано. Нет, это не то, это написано какая-то реклама магазина. По-моему, это полушерсть буклированная. Одна вот такая с мелкими буклешечками, а вторая вот такая вот еще с буклешечками, но более такими крупными. И я ее брала для того, чтобы связать себе свитер в технике интарсия. Такими большими квадратами. Один квадрат такой, другой такой. Потом они меняются в шахматном порядке. У меня когда-то давно был такой свитер. И я хочу его снова воплотить в жизнь, потому что, ну, не знаю, просто хочу такой свитер себе. Вот так вот выглядит цвет моего мохера. Вот сейчас он прям очень яркий. А так он еще более, ну, тоже немного приглушеннее, конечно, выглядит. Мохерчик вот такой цвет. Красивый, конечно, цвет, но не знаю, что я куда это буду использовать. Если вы что-то вязали, то поделитесь, может быть, я тоже что-то такое захочу. Вот она, моя лаечка еще здесь. И сейчас покажу вам ту пряжу, с которой у меня связана шапочка. Вот она, моя красотка. Все с нее именно и началось. Когда я увидела ее, я уже все точно не могла остановиться и решила, что я куплю... Вернее, нет, увидела сначала красную, мне захотелось, а вот эта пряжа, она подкрепила мое желание, и я ее все-таки купила. Эту и еще 2. Вот она такая. Ниточка тоже довольно толстая. И в одну нитку я вязала уже вот рукавичку. В одну нитку она распушилась, получается такая без дырочек, знаете. Полотно обычно варежки вязаны, они продуваются. А эти, я думаю, что продуваться не будут. Вот такой здесь клиновидный палец. Вот такая плотная получается варежка.
Сейчас вот еще покажу вот так. Очень плотная. А шапочка получилась вот такая. Связана столбиками без накида по схеме с укороченными рядами. Есть у меня отдельное видео, ссылочку я оставлю на него в описании под этим видео. Там очень подробный мастер-класс по такой шапочке, только там единственное, что там шапочка связана полустолбиками с одним накидом. Но в принципе можно связать и такими столбиками, то есть без накида. Вот это из этой пряжи. Я, кстати, состав не сказала. Это у меня здесь 50% шерсть, 50% полиамид. Не буду название читать, потому что я не знаю. Тормато называется. Тут метраж, к сожалению, не указан. Ну и сейчас, наверное, я вам немножечко покажу елочные игрушки, которые попросили смастерить в садике для Нового года на тему подводный мир. Рыбок, конечно, в подводном мире много, поэтому они бывают разные. И вот у нас получились вот такие рыбки. Первую я связала. Она у меня получилась вот такая. Потом я решила добавить пайеток. И подумала, что она будет тяжеловата, наверное. Поэтому решила сделать еще пару игрушечек из фетра. Такая смешная рыбка. Она связана полностью... Нет, не полностью. Это кавказская пряжа, это пряжа ангорская теплая от пехорки, а вот эта белая, это пехорка народная. Крючок здесь довольно тонкий, чтобы рыбка была поплотнее связана. Набивала я ее обычной ватой. Но она не сильно такая, конечно, тяжелая, но довольно плотненькая такая получилась. Поэтому я решила сделать еще из фетра игрушечки. У меня получились вот такие две рыбки. Одна вот такая, с большими глазами и вся в пайетках. Здесь у меня ушли все пайетки, которые были в доме, валялись у меня бесхозные 100 лет. Не знаю, зачем я их покупала, конечно. Вот. И в конце концов я нашла им применение. И вот такая рыбка. Все эти рыбки сделаны под строгим руководством моего младшего сына, который указывал, что и где, как нужно. Вот я их так и сделала. Вот такие вот новогодние игрушечки у меня получились. В прошлом году мы мастерили домик, и в этом году у нас рыбки. Все как-то так. Ну и раз уж мы заговорили о рыбках, елочных игрушках, я решила показать вам их непосредственно на елке. Вот так они смотрятся на такой маленькой елочке. Но они, конечно, предназначены не для такой елки, а для большой. Музыкальный зал в детском саду, поэтому как-то так. И даже вот эта большая рыбка, она не так уж и велика оказалась, как я думала. Она довольно хорошо держится, вот вы видите сами, и даже не прогибает веточку. Это такая хлипкая елочка из Фикс Прайса одноразовая. Почему я ее купила? Очень удобно. Куда-то быстренько поставил, быстренько убрал, если нужно. И вот эти рыбки фетровые, они вот так смотрятся на елке. Кстати, вот показываю еще здесь шарики свои, которые я недавно вязала в мастер-классе. С очень таким интересным наполнителем, очень дешевым, бесплатным, я бы сказала. И всяких остатков пряжи. Вот так они смотрятся здесь. Довольно интересно, красиво, мне кажется. Поэтому, если вы хотите себе тоже такие шарики, я вам ссылочку оставлю. Посмотрите, как они вяжутся. Вяжутся очень просто. Вот такая у меня получилась елочка. Ну и, конечно же, если речь пошла о Новом годе, куда же мы без символа Нового года? У меня в этом году вот такой коврик связался для ванной комнаты, потому что прошлогодний с рыбками у меня в таком уже не очень хорошем состоянии. Ну, он как бы еще годный, но немножечко такой потрепанный. Поэтому я решила на замену связать еще один. Вот он такой красавчик у меня получился, с массажным эффектом. Я вам рассказывала о нем в своем последнем видео, поэтому сильно углубляться не буду. Если кому-то интересно подробности какие-то узнать, то тогда я ссылочку оставлю в описании под видео, посмотрите. Ну и, конечно же, мои новогодние тигриные носки.
которые я показывала вам недавно в своем видео. Есть отдельный мастер-класс на эти мои носки. Если вам интересно, то, конечно же, посмотрите. Муж у меня их уже забрал, активно носит. Вот. И у него 41 размер. И эти носки даже на него подошли. Поэтому тот мастер-класс, который у меня снят, он даже до 41 размера, а не до 39, как я там говорю. Поэтому, если вам интересно, ссылочку тоже я оставлю. Здесь у меня вот такие вот тигрики. Тоже вышивка по петлям. На вышивку по петлям у меня тоже есть отдельное видео. Ну и вот, сегодня у меня такой влог для вас получился. Надеюсь, что вам было интересно. Пока у меня особо больше нечего вам показать, рассказать. Еще, конечно, хотела рассказать о планах, но, в принципе, их не так много. Планировалось у меня видео по юбке, но я пока думаю его снимать или не снимать, поскольку желающих на самом деле не очень много. А вот взять, чтобы вот просто так для видео, мне как-то не очень хочется, чтобы я потратила целую кучу времени, а потом не получила практически никаких просмотров. Поэтому, если вам интересна эта тема, та юбочка, о которой я вам говорила в сообществе, то, конечно, отписывайтесь, комментируйте побольше, потому что мне непонятно, интересно вам это или нет. Я сама в последнее время вязаные юбки не ношу, поэтому просто так связать ее, чтобы она у меня лежала, мне тоже не очень интересно. Вот, поэтому даже мне будет так важно знать, какой формат видео вам будет интересен. Конкретно всю юбку целиком или можно связать только какой-то узор, сделать пояснение, как сейчас многие это делают. Вообще изделия целиком не вяжут, вообще показывают какие-то чужие изделия, вяжут только узор и дают объяснение. Может быть, вам так будет интересно, поэтому мне все важно, все интересно, отписывайтесь. Еще было желание повязать тапочек на войлочной подошве из остатков пряжи, но это пока что планы, поэтому они остаются пока планами. Но не буду поздравлять всех еще с Новым годом, с наступающим, поскольку, я думаю, мы еще с вами увидимся до Нового года, еще не один раз. Поэтому просто всем пока-пока, до новых встреч на моем канале. С вами была Елена.